Всем привет! Сегодня мы с вами будем строить базовую выкройку основы, по которой в будущем будем моделировать и шить себе вещи. Любые, от футболок до пальто. Я очень хочу добиться для каждого идеальной посадки. Однако все мы разные, и одни и те же формулы к нам каждому не прилепишь. Поэтому мы должны с вами учесть каждый свои особенности и эти особенности вложить в нашу выкройку. Когда вы построите свою базовую выкройку, сошьете по ней для себя макет, вы можете сразу увидеть какие-то недочеты. Либо наклон плеча не тот, либо ширина спины неправильно снята, либо еще что-то. То есть вы можете сразу же увидеть эти недочеты и тут же внести изменения в свою базовую выкройку. Поэтому для начала я вам советую рисовать, чертить карандашом, запаситесь карандашом, ластиком, точилкой, а уже после того, как вы примерите макет, вы будете вносить изменения, то есть уже внесете изменения, и уже после этого вы можете оформлять свою выкройку маркером, для того, чтобы было удобнее переносить ее на кальку. Итак, начнем. Я отложила от края листа 2 сантиметра, провела вертикальную линию, отложила от верха листа, у меня разница между спинкой и полочкой 8 сантиметров, плюс 2 я отложила 10 сантиметров, провела горизонтальную линию. На пересечении этих точек я ставлю точку А. От точки А по горизонтальной линии я откладываю обхват груди плюс 6 сантиметров, я беру 6 сантиметров на свободу, и деленное на 2. У меня обхват груди 102 сантиметра, я прибавляю 6 и делю на 2, получаю 54. Значит, откладываю 54 сантиметра от точки А, ставлю точку А1. Так, наверное, мешает. Через эту точку провожу вертикальную линию и поднимаюсь вверх на разницу между длиной спинки и длиной полочки. У меня разница, я уже сказала, 8 сантиметров. Значит, вверх я откладываю 8 сантиметров от точки А1 и провожу вниз произвольную вертикальную линию. Так, чтобы не ездила, вот так положу утяжелители по краям листа. Далее от точки А вниз мы с вами откладываем глубину проймы. У меня это 20 сантиметров. Ставлю точку Г. И от точки Г я откладываю прямую горизонтальную линию до параллельной вертикальной линии Г1. От точки А я откладываю длину спинки до талии. Ставлю точку Т и от точки Т провожу горизонтальную линию до конца сетки. На пересечении ставлю точку Т1. Далее от точки Т вниз я откладываю высоту бедер. У меня это 18 сантиметров. Также провожу горизонтальную линию до конца сетки. Здесь я ставлю точку Б и Б1. И что касается низа, можно отложить 5-10 сантиметров, но у меня бумага позволяет отложить 20 сантиметров. То есть от точки Б вниз я откладываю 20 сантиметров, я уже себе измерила здесь, и провожу еще одну горизонтальную линию, ставлю точку Н и Н1. Это у нас будет линия низа. Итак, линия горловины, линия груди, линия талии, линия бедер и линия низа. Это у нас середина спинки, это у нас будет середина полочки. И начнем со спинки. Берем обхват шеи, делим на 6 и прибавляем 1 сантиметр. У меня обхват шеи 37 сантиметров. Делю на 6, получаю 6 и 1. И прибавляю 1 сантиметр, получаю 7 и 1. Значит, от точки А я откладываю 7 и 1, ставлю точку В. Теперь этот отрезок делю на 3 равные части, и то, что получилось, откладываю от точки А вниз. У меня получилось 2 и 4. Соединяю точку В
И вот эту точку назовем ее точкой А2. Вот здесь, в этом месте, должен быть обязательно прямой угол. Теперь от точки В по горизонтали отмеряем ширину плеча. У меня ширина плеча 13 сантиметров. Ставлю точку Е. Теперь мы с вами подходим к зеркалу и смотрим на свои плечи. Если у вас плечи достаточно ровные, либо приподнятые, то от точки Е вниз мы можем отложить 1-2 сантиметра. Если у нас плечи стандартные, значит откладываем 2-3 сантиметра. Если у нас плечи покатые, от 3 сантиметров и больше. Я для себя по спинке от точки Е вниз отложу 2 сантиметра. Ставлю точку. Можно, в принципе, эту точку никак не называть. Через эту точку от точки В я провожу пока произвольную пунктирную линию. Теперь внимание! От точки В по пунктирной линии мы с вами откладываем ширину плеча плюс раствор плечевой выточки. Я для себя беру раствор выточки 1 см. По стандарту раствор плечевой выточки может быть от 0,5 до 2 см. Я взяла 1 см, поэтому если у меня ширина плеча 13, значит я откладываю 14, ставлю точку И. Теперь мы с вами ширину плеча без всяких выточек и без всяких прибавок делим на 3 равные части. У меня получается 4 и 3. Ну, кстати, можно и округлить, я возьму 4,5. От точки В по пунктирной линии я откладываю 4,5 и ставлю точку Ф. От точки Ф я откладываю 1 см, потому что 1 см я себе добавила на ширину плеча, то есть раствор выточки. Ставлю точку Ф1. Выточку мы пока с вами оставим, вернемся к ней чуть позже. Теперь от точки Г по горизонтали мы с вами откладываем ширину спины, деленную на 2 плюс 1/4 прибавок. То есть, если у меня ширина спины 36 сантиметров, я делю на 2, получаю 18 и прибавляю 1/4 прибавок, то есть если у меня 6 сантиметров к общему обхвату прибавки, 1/4 получается 1,5. Значит 18 я прибавляю 1,5, получаю 19,5 сантиметров. Откладываю от точки Г 19,5 сантиметров, ставлю точку Д. Теперь отрезок ГД делю ровно пополам. У меня получается 9,75. Ставлю точку. Можно назвать ее точкой П. Теперь от точки П до точки Ф1 мы с вами проводим пунктирную линию. От точки Ф1 по этой пунктирной линии мы с вами откладываем длину выточки. И длина выточки для стандартных фигур может быть от 5 сантиметров. Я для себя возьму 6 сантиметров. Вот она моя точка, ставлю точку Ф2. Соединяю точку Ф1 и Ф2 и соединяю точку Ф2 и Ф. Вот она моя точка. Теперь можно, конечно, у меня здесь фломастер, фломастер толстый, возможно, будет неточность, но я себе прощу. Значит, у меня получается здесь 6 сантиметров. В принципе, здесь тоже 6, то есть у меня одинаковый раствор. Если у вас раствор получился разный, то есть 1, 2, 3 миллиметра, тогда подгоняем. Я соединяю теперь точки Ф и точку В прямой линией. И соединяю точку Ф1 и точку И прямой линией. То есть все, прорисовали наше плечико. Далее от точки Д пунктирной линии мы поднимаемся вверх. Прямо. Глубину проймы делим на 3, и то, что получилось, откладываем от точки D вверх по пунктирной линии. У меня получается 6 и 6. Кстати, можно и округлить, 6,5. Ставлю точку L. Теперь мы с вами берем обхват груди с прибавками и делим на 4. У меня обхват груди 102 сантиметра, я прибавляю 6 сантиметров общих прибавок и делю на 4, получаю 27. От точки Г я откладываю 27 сантиметров, ставлю точку С. То
То есть это у меня будет центр моей сетки. Можно вниз провести пунктирную линию. Можно до самого низа. На пересечении талии ставим точку Т2, на пересечении бедер В2 и на пересечении низа Н2. Теперь мы с вами соединяем точку С с точкой L и с точкой И. Эти линии должны быть максимально плавные. Если отрезок LI будет более такой прямой, более ровный, вот так, то отрезок CL должен быть вогнутый, максимально вогнутый. Я начинаю вот так под прямым углом, здесь иду заворачивать и вот так вот плавненько перехожу к точке L. Не буду говорить, сколько чего у меня по диагонали, потому что от точки D у кого-то может быть вот сюда 2 сантиметра, а у кого-то 15. То есть линию проймы мы с вами прорисовываем на глаз, как она нам нравится. Потом при примерке мы, конечно же, все это будем корректировать. По спинке пока все, переходим к полочке. И сразу от точки Т1 вверх я откладываю длину полочки до талии. У меня это 45 сантиметров. Ставлю точку Ш. И от точки Ш параллельно вот этой линии нашей, то есть по горизонтали, я провожу прямую линию произвольную, но не слишком большую. Теперь от точки Ш по горизонтали я откладываю тот же отрезок, что и АВ. У меня это 7,16. Ставлю точку В1. От точки Ш вниз я откладываю тот же отрезок плюс 1 сантиметр. У меня получается 8,16. И плавной линией мне нужно соединить две эти точки, вырисовывая горловину по полочке. Можно разделить вот так по диагонали уголочек и по уголочку отмерить среднее значение. То есть если здесь у меня 7,16, здесь у меня 8,16, ну допустим 7,5, 7,75, вот где-то так. Ну так будет для удобства, будет, наверное, правильнее прорисовать линию горловины. Далее от точки В1 по горизонтали мы с вами откладываем ширину плеча, без всяких прибавок. У меня это 13 сантиметров, ставлю точку Ш1. От точки Ш1 вниз мы можем отложить столько же, сколько и по спинке, а уже при примерке делать корректировку. Но я свою фигуру знаю, поэтому от точки Е вниз я откладывала 2 сантиметра, а для баланса от точки Ш1 вниз я отложу 3 сантиметра. Почему я так делаю? Потому что у меня очень большая разница, кстати, есть и больше, между длиной спинки и длиной полочки. У меня 8 сантиметров. Поэтому я здесь откладываю 3 сантиметра, ставлю точку и через эту точку провожу линию от точки В1. Сразу от точки В1 я откладываю отрезок ВФ, у меня это 4,5 сантиметра, ставлю точку Р. Далее от точки В1 я сразу откладываю 13 сантиметров, ставлю точку И1. Теперь от точки Ш1 вот сюда я откладываю 1,5 сантиметра. Вот сюда ставлю точку Ш2. От точки Ш2 вниз я откладываю глубину проймы. Центральную линию поднимаю вверх до глубины проймы по полочке. Сразу ее вот так прорисовываю. Здесь я ставлю точку Ж, здесь ставлю Ж1 и точку Ш2 опускаю вниз пунктирной линией. Здесь ставлю точку У. Теперь отрезок Ш2У, то есть глубину проймы, делю на 4. У меня получается ровно 5 сантиметров. Ставлю точку Л1. И плавной линией соединяю точку L1 и точку I1.
Обратите внимание, угол И1 и угол И, они должны быть максимально прямыми. Теперь от точки Ш вниз мы с вами находим высшую точку груди. У меня это 31 сантиметр, здесь я ставлю точку О1. От этой точки провожу горизонтальную линию до центра, до центральной линии. Здесь я ставлю точку О. И от точки О1 мне нужно отложить половину центра груди. У меня это 9,5 сантиметров. Здесь ставлю точку К. Соединяю точку К и точку Р прямой линией. Теперь нам нужно заложить в выточку разницу между длиной спинки и длиной полочки до талии. Если у меня 8 сантиметров, я делю 8 сантиметров пополам, и от центра выточки, вот у меня центр выточки точка О, я откладываю вверх 4 сантиметра и откладываю вниз 4 сантиметра. Ставлю точку М и М1. Соединяю точку К с точкой М1 и точку К с точкой М. Теперь мы можем с вами оформить линию проймы по полочке. То есть линия проймы от точки Ж должна начинаться параллельно выточке. У меня это, примерно где-то будет, наверное, на 0,5 от линии вот этой центральной уйдет вниз. И плавной вогнутой линии я довожу до точки L1. Опять же повторяю, что эту линию вам никто точно не скажет, только при примерке. Когда вы построите макет для себя, вы увидите, либо эту линию немножечко сделать более закрытой, либо ее нужно еще более углубить. Но дальше, чем вот эта линия пунктирная, точка У и точка Ш, да, вот это наша линия, не углубляйте. То есть это вы уже все заберете ширину полочки. Верхняя часть нашей выкройки готова, переходим к приталиванию и выточкам. И для начала мы с вами отнимаем от обхвата груди обхват талии. Если у меня обхват груди 102 сантиметра, обхват талии 80, я отнимаю 80, получаю 22. Но так как выкройка у нас в половинном размере, 22 я делю пополам, у меня получается 11. И обычно половина этой цифры идет на приталивание по боковой линии. Но если у вас получилось менее 8 сантиметров, вы возьмите не половину, а 1/3 на приталивание. То есть, допустим, у вас получилось 7 сантиметров всего вам нужно приталить. 7 сантиметров мы делим с вами на 3. Получаем 2,3. Значит, 2,3 это будет на приталивание. Но так как у нас две стороны, мы 2,3 делим на 2. И получается, что 1,16 от точки Т2 мы откладываем в одну сторону, и от точки Т2 мы откладываем в другую сторону. И это у нас будет приталивание. А остальные 2/3 у нас пойдут на выточки. То есть, если мы с вами от 7 сантиметров отняли 2,3, у нас получилось 4,7. И уже 4,7 мы с вами делим на выточки, на переднюю и на заднюю. На переднюю, как обычно, 30%, на заднюю, на выточку по спинке 70%. Но, опять же, если у вас еще меньше, и там уже просто делить нечего, и у вас фигура уточка, то есть у вас спинка выгнута, а животик, допустим, по переду животик, и вам выточка там не нужна, вы вполне можете игнорировать выточку по переду, а сделать все эти 4,7 по спинке. Если у вас сильно изогнута спинка, то есть как уточка или стульчик некоторые называют, значит 4,7 мы отнимаем примерно 1,5 сантиметра и откладываем от точки Т вот сюда по линии талии. Это у нас будет изгиб по спинке дополнительный. Эту точку соединяем с точкой Г и с точкой Б. Вот это получается у нас будет изгиб. И, допустим, минус 1,5 сантиметра остается 3,2. И остальные 3,2 у вас пойдут на выточку по спинке. И будет вам счастье. То есть будет вам нормальная, хорошая база.
Если же ваша разница между обхватом груди и обхватом талии более 25 сантиметров, у вас будет более приталенная линия бока, и можно сделать две выточки по спинке. То есть сделать одну стандартную выточку и одну маленькую выточку вот здесь вот между боковой линией и стандартной выточкой. Итак, перехожу снова к своим данным. То есть у меня разница между обхватом груди и обхватом талии 22 сантиметра. Я поделила пополам, потому что у меня половина моей выкройки, и получается 11 сантиметров. От 11 сантиметров я половину пущу на приталивание. То есть 11 сантиметров делю еще раз на 2. И так как у меня две стороны, я разделю еще раз на 2. У меня получается в каждую сторону от точки Т2 по 2,75. Значит, 2,75 в одну сторону и 2,75 в другую сторону. На стороне спинки я ставлю точку Т3, на стороне полочки я ставлю точку Т4. Теперь, что касается бедер. Нам нужно обхват бедер отнять обхват груди и разницу поделить на 4. Но если у вас обхват бедер больше, чем обхват груди, у вас все замечательно. Да? То есть вы делите разницу и откладываете в одну и в другую сторону то, что у вас получилось. У меня же обхват бедер на 1 сантиметр меньше, чем обхват груди. Поэтому у меня получается, когда я отнимаю, минус 0,25. Поэтому от точки 2 я откладываю свои 0,25 в сторону спинки, ставлю точку B3. И 0,25 откладываю в сторону полочки, ставлю точку B4. Вернусь к первому варианту, когда обхват бедер больше, чем обхват груди. То есть у вас получится не минус, а плюс. И если у вас получится плюс, например, плюс 2 сантиметра, от точки B2 откладываете вот сюда в сторону полочки 2 сантиметра. И здесь вы ставите на стороне полочки точку B3. А от точки B2 в сторону спинки вы ставите точку B4. То есть у вас получится наоборот. Сейчас объясню почему. Соединяем точку С с точкой Т3 и точку Т3 строго с точкой Б3. И у меня она остается на спинке. А если ваша точка Б3 на стороне полочки, то у вас получится вот такая линия. Я здесь не буду ничего чертить. Ну, то есть понятно, да, что у вас линия получится, будет заходить на полочку. То же самое здесь. Я соединю точку М1 и точку Ж. Ничего здесь не буду менять, сейчас объясню почему. Соединяю, то есть точку М1, да, здесь соединили, и точку М и точку Т4 соединяем. И точку Т4 с точкой Б4. Ну а далее мы просто проводим прямо линию до линии низа. Получается линия переда, линия спинка, то есть все у нас боковая линия завершена. Сейчас перейдем к выточкам, но прежде хочу сказать про вот эту выточку. Отрезки Т4М, М1Ж я оставлю сейчас такими, какими они у меня сейчас есть. Когда мы с вами закончим уже с выточками, сейчас закончим выкройку, мы с вами вырежем из кальки до линии талии полочку, разрежем отрезок КР, соединим выточку, то есть соединим точки М и М1, и вот эту линию мы с вами уже выровняем. Возможно, она у нас останется такой, какая должна быть, возможно, она будет требовать корректировки. То есть вырежем эту линию, далее вернем все назад, соединим вот эту линию и разъединим выточку нагрудную, и тогда уже прорисуем здесь окончательно нашу линию. Итак, переходим к выточкам. Значит, от точки К вниз я провожу прямую линию до линии бедер. От линии бедер вверх я откладываю 1/6 высоты бедер. У меня получается 3,3. И ставлю точку К1. От точки П, вот она наша точка П, вниз я проведу также прямую линию до линии бедер. Можно ее поднять еще на 1-1,5 сантиметра. Эту линию я для себя приподниму и ставлю точку П1. От линии бедер вверх я откладываю 1/3
высоты бедер и ставлю точку P2. Ну а теперь берем то, что у нас осталось от приталивания. У меня это 5,5 сантиметров. Значит, умножаю на 30%, получаю 1,65. Делю пополам, потому что у меня две стороны выточки. Значит, 0,8 примерно я должна отложить в одну сторону от выточки, то есть от средней линии, и в другую сторону от средней линии по 0,8. Далее 5,5 сантиметров я умножаю на 70%, получаю 3,85. Я отниму 1 сантиметр, и этот 1 сантиметр я отложу от точки Т вот сюда, ставлю точку С. Соединю точку С с точкой Г, выше не надо поднимать, заберем ширину спинки, и с точкой Б, ниже тоже не надо, заберем ширину по бедрам. И у меня остается 2,85, который я делю на 2, потому что у меня две стороны выточки. И у меня где-то получается 1,4 в одну сторону и 1,4 в другую сторону. Соединяю стороны выточек. И построение наше закончено. Теперь берем кусочек кальки, копируем половинку до линии талии полочки и проверяем линию боковую по полочке. Значит, у меня есть кусочек, он не доходит до линии талии, но главное, чтобы у меня вошла выточка. И главное, чтобы вошла плечевая линия. Копирую переднюю половинку. Ну и в принципе теперь у меня точка К соединяется с точкой Р. И этот как раз отрезок мы должны с вами разрезать. И разрезаем выточку только по одной стороне. Соединяем стороны выточки. И видите, у меня получается вогнутая линия. То есть мне ее нужно добавить. Так, я сейчас подкладываю кусочек кальки. Соединяю стороны выточки. Так, подкладываю кусочек кальки, приклеиваю ее. И провожу боковую линию, вот так, прямую. Теперь лишнее отрезаю. Снова разрезаю по выточке. Так. Соединяю вот эту линию и прикладываю ее к выкройке. То есть в выкройку прикладываю кальку, прикладываю к выкройке, чтобы точно-точно линии у меня сошлись. Так. И теперь смотрите, у меня получается точка М уходит примерно на сантиметр вперед, и здесь
тоже примерно на сантиметр. Вот так. И уже я соединяю эту точку с точкой G и с точкой Т4. Если вы чертили выкройку карандашом, вы сейчас лишние линии стираете, и у вас получается все замечательно. Я сейчас вот так заклею лишние линии, чтобы они меня уже не смущали в будущем. И можно будет работать с этой выкройкой. Обязательно сделайте макет для себя. Если вы свою фигуру еще точно толком не знаете, обязательно сделайте для себя макет. Внесите все поправки в выкройку, которые у вас будут. И можно, в принципе, работать с этой выкроечкой в будущем. Я же свою работу закончила. Надеюсь, что вам было все понятно, все доступно. И жду ваших вопросов. Всем пока!